В этом видео я клею белые жижи и купаю детали в белой жижице, а также рублю дрова. Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно интересную диораму и подставку под мой зелок, который выходил в серии ранее. И если вы пропустили, то можете посмотреть это вот тут, по ссылочке в описании. И также в этой диораме будет помимо зелка присутствовать довольно русский домик и довольно русский сюжет, довольно типичный. Так что, надеюсь, это видео вас вдохновит на свои собственные стройки. Поехали смотреть. Начинаю работу над своей диорамой я с постройки фасада дома. Это новый отечественный производитель, а сам домик представляет из себя набор деталей, которые вырезаны из дерева методом лазерной резки. Внутри есть инструкция и текстовое описание процесса сборки. И скажу сразу, что по такому описанию довольно сложно ориентироваться, так что думаю, это видео станет отличной инструкцией для этого процесса. И вначале я присоединю боковые стенки к лицевой стороне фигуры и укреплю соединение боковыми деталями. Все я соединяю на клей ПВА. Клей ПВА довольно крепкий и особенно для таких пористых материалов, как дерево, но для его высыхания нужно время. Так что после каждого шага надо немножко подождать. И, честно говоря, материал деталей домика мне больше напоминает прессованный картон или же арголит, так что клей ПВА для этого идеально подходит. А далее я приклею две детали основания крыши. И тут я тоже применяю клей ПВА и даю некоторое время для высыхания клея. А найти такой набор для сборки деревянного дома и другие элементы для постройки диорам вы можете на Marketplace Озон на страничке производителя. И там же вы можете задать вопросы производителю, если они останутся после просмотра моей сборки. Ссылочка на домик есть в описании к видео. Слово «хтонь», связанное с глубинным русским народом, так называемым страшным и пугающим всю прогрессивную общественность. Именно она и является частью русского характера и менталитета. Серость и всеобщая безысходность, медленный и тягучий круговорот жизни русской глубинки. Из этой глубины появляются страшные мифологические существа подземного мира, которые выражаются в пьянстве, лени, прокрастинации, обреченности и безысходности. И герои этой хтони – это гости всех дневных и скандальных шоу, где вялые ищут своих детей по ДНК или выплескивают все свои ужасы бытия на всеобщее обозрение. И все это можно найти в чернушных фильмах перестройки у Рогожкина и Балабанова, а также в фестивальном кино современных русских режиссеров у Серебренникова, Звягинцева, Быкова и многих других, где отчаяние и зловоние малых городов являются не только местом действия, но и самым главным действующим лицом сюжета. Следом я приклею отлив фронтона, и, наверное, я правильно назвала эту деталь. Если меня смотрят строители, то вы тут имеете полное право поправить меня. А также я приклею декоративные элементы на углы дома. И если эти детали несут какие-то функциональные значения, то строители приглашаю вас в комментарии. Безразличие и тягость жизни, тоска провинциальных городов с серыми пятиэтажками, коммуналками и бесконечно длинными коридорами общежитий, как в фильме «Дурак», которые являются единственным жильем и домом людей с общим туалетом и общей кухней, формируют особый характер у людей и их восприятие реальности. Обшарпанные дома, лестницы, подъезды, дворы, переполненные мусором и автомобилями, которые ставить некуда. Все идут по стеночке тесно, мрачно, убого и душно, как муравейники, где теплится и копошится жизнь в жалких квартирах, из-за которых люди идут на подлость, обман и даже преступления. А купить все необходимое для создания подобных диорам, а самое главное, основного персонажа этого сюжета ЗИЛ-130 в 35-м масштабе от АВД вы можете в магазине «Модельная лавка». И не забывайте публиковать ваши готовые работы в лавкограмме. За это вы можете получить бонусы на последующие заказы. А применяя этот промокод на первый заказ, вы сэкономите 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Основные детали домика склеились, я могу начать малярные работы. Я долго думала над тем, в какой цвет мне покрасить дом, а благодаря панорамам на картах, где показаны виды, которые можно созерцать на онлайн-картах, во многих сервисах я совершила онлайн-путешествие в русскую глубинку и посмотрела, как в деревнях красят такие избы. И наиболее интересным мне показался синий цвет. Тут я применяю темперные краски. А как говорят хейтеры темперы, ей только ведь и можно, что и доски малевать. Собственно, чем я и сейчас займусь. Также в наборе есть элементы кирпичного фундамента, и он тоже сделан методом лазерной резки. И я окрашу его в кирпичный цвет. Тут поверх базового цвета я окрашу некоторые кирпичики в чуть измененный базовый оттенок. Так кирпичная кладка будет смотреться более реалистичной.
Окрашу элементы кровли в серый цвет, и проблема в том, что изначально он розовый, что осложняет работу по перекрытию цвета. И тут мне пришлось нанести несколько слоев базовой серой краски. Также эксперты в строительстве, вы можете мне подсказать, какой материал тут имеется в виду. Ведь производитель использовал детский картон для поделок. Характерная черта русских изб – это разные орнаменты, и причем я слышала, что от области к области они имеют свои особенности. Если меня смотрят эксперты деревянного зодчества, надеюсь, что они у меня есть в подписках, вы можете мне указать регион нахождения этого домика, опираясь на рисунок орнамента. Я решила такой орнамент лучше всего окрасить прямо на рамочках. Так удобнее, потому что некоторые детали довольно тонкие и довольно хрупкие. Также в наборе есть деталь, которая венчает конек крыши, и она должна быть металлическая. И окрашу я ее в металлик от ICM, но я вам не советую этот металлик. Слишком крупный у него пигмент, это больше не металлик, а глиттер. А на клей ПВА я приклею детали крыши, которые успели высохнуть. Тут мне пригодится немножко терпения, так как площадь контакта волнистой поверхности невелика. И также на ПВА я приклею отлив фронтона. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Заброшенные села и деревни, за редким исключением, где хоть что-то есть для туризма, с ненужными полями и разрушенными остовами ферм и коровников, покосившиеся заборы и оставленные деревянные избы, заросшие полынью и крапивой, живущие одинокие старики, которые умирают вместе со своей деревней, спивающиеся мужики и постоянно рожающие от них бабы, которые живут на пособие на своих детей. Все остальные просто разбежались в поисках счастья и работы. Разве это Россия? Она только такая у авторов артхауса и актуальных романов, сгущающих краски, которые рисуют страну депрессивной и абсолютно пропащей. Россия Левиафана и груза 200 нелюбви страны Оз – это страна беззакония и равнодушия, абсурда и хаоса, с уличным туалетом и огромными пустующими пространствами, которые всегда упоминают столичные снобы. Или же просто не надо вглядываться в бездну, в глубину под таким углом, так как не все жители нашей страны живут именно так, а мне кажется, это только малая часть, выживая или волоча существование, но отвергать этот аспект реальности ведь тоже нельзя. Здесь я собираю окна, они состоят из нескольких деталей, и в инструкции подробно описано, как с ними работать, хотя картинка была бы более информативной. Тут главная особенность, что надо сначала к наличнику приклеить прозрачную пленку, которая изображает стекло, и не пугайтесь, что края стекла немножко обожжены. Это такая технология резки, а обугленные края не будут видны на собранном окне. Готовое окно в сборе я приклеиваю все на тот же клей ПВА и с обратной стороны фасада. А теперь время приклеить внешний декор домика. И тут главное соблюсти уровень. Мне бы тут пригодился бы настоящий строительный уровень, но только в уменьшенном масштабе. Но, увы, мне пришлось включить глазомер. Масляной краской методом сухая кисть я придам немножко рельефа элементам конструкции, а в частности крыше и фундаменту.
Я хочу придать домику немножко хтони. И такими чистенькими ведь постройки бывают редко, особенно ввиду сложных погодных условий в средней полосе России. И для этого я применяю метод смывки. Вначале я между досок наношу темно-коричневую жидкую масляную краску и даю ей немножко высохнуть, а потом затираю излишки тряпочкой. С крышей я поступлю немножко по-другому. На ней же тоже надо показать, что листы долго сопротивлялись изменчивой русской погоде. И для этого я тоже применяю масляные краски. Только я нанесу несколько мазков, а потом растушую их широкой кистью. Дом почти готов, я могу начать работу над основанием диорамы, и для этого я воспользуюсь большой фоторамкой от IKEA. И она формата А3, и это еще досанкционные остатки. В основе любой такой рамки оргстекло, на которое отлично ложится текстурная паста, которую я и сейчас наношу на основание будущей диорамы. А пока сохнет текстурная паста, я решила покрасить заднюю стенку домика. Это больше декоративная ширма, чем конструкционный элемент. И теоретически эту деталь можно даже и не ставить на свое место, и проработать внутренний интерьер домика, и также проработать сюжет. Но я решила, что основные события будут развиваться у меня на улице. Важная деталь любого такого домика, которую забывают многие крупные диорамостроители, это занавески. Мелочь, но она отлично оживляет сюжет. И я сделала занавески из однослойной туалетной бумаги. И я смочила ее в жидкой розовой краске и сушу на импровизированной сушилке, сделанной из проволоки. А когда занавески высохли, я вырезаю нужную мне форму и приклеиваю изнутри на окна на клей ПВА. Первый слой текстурной пасты высох, а вторым слоем я сформирую основной рельеф, и я добавлю дорожку, сделанную из камушков. И в итоге своих работ над рельефом я покрашу землю в темно-коричневый цвет. Между камушек дорожки я посажу мох. И это очень мелкая деталь, она должна оживить сюжет. А использую я здесь мелкую зеленую губку. По классике при помощи флокатора я посажу травку на место. И вначале я размазываю клей ПВА, а потом флокатором распределяю флок.
Интересной особенностью работы станут деревья. Я посажу 2 сосенки и елку. Эти деревья для меня изготовила мастер Юлия. И, кстати, в недавнем выпуске М-Хобби выходила ее статья с мастер-классом. А журнал М-Хобби вы можете найти на модельной лавке. И вот основание моей диорамы готово, и я могу разместить на ней домик, и клею я его на суперклей. И, конечно, если правильно следовать всем советам диорамостроения, то любые объекты нельзя располагать параллельно границам основания. Но дом строго прямоугольный, и поэтому этим правилам придется пренебречь. И тем более это не дом, а только фрагмент дома. Также я посажу кустик для оживления декора и чуточку припылю основание диорамы. Тем самым я уберу излишнюю яркость травы. В основе сюжета у меня будет лежать ЗИЛ-130, который доставляет дрова, и мне надо подготовить для него груз. И для этого я палочки порублю, соответственно, как настоящие деревья. И я теперь загружаю груз в кузов. А диорама без людей бессмысленна, особенно когда ты изображаешь живой сюжет. И тут будет у меня 3 главных персонажа. 2 мужика, которые ремонтируют ЗИЛ, и русская женщина, которая не в восторге от происходящего. Фигурки я нашла на известном китайском сайте, и что-то мне подсказывает, что это не совсем лицензионная копия известного бренда. А если вы распознали, что это за бренд, который делает такие фигурки, то я рекомендую покупать именно у него, а не у китайских товарищей. Но я не распознала этого производителя. Тем не менее, мне надо собрать фигурки. Они выполнены из смолы и отлиты вполне на приличном уровне, а после грунтовки и легкой шпаклевки я начинаю окрашивать фигуры. И для этих целей я тоже буду продолжать использовать темперные краски, так как они имеют идеальный матовый финиш. Лица особо прорабатывать я не буду, так как их поза подразумевает, что лица либо наклонены вниз, либо скрыты предметами. Но вы уж понимаете, что это хтонь. Также не забуду проработать мелкие детали на фигурах. Например, механиком я прорисую гаечный ключ и также наручные часы. Методом сухая кисть я выделю выступающий рельеф на фигурках. А после того, как краска на фигурах высохла, я сделаю небольшую смывочку, чтобы подчеркнуть рельеф фигурок. И осталось самое интересное, я размещу на свои места фигурки, повешу турник между деревьями и поставлю на место велосипед. Кстати, эта модель от молодой белгородской фирмы «Грань». Мешочки тоже от нее. А если вам интересна эта фирма, то вы можете найти продукцию на Озоне.
И вот такой сюжет у меня получился. Это довольно типичный сюжет для российской глубинки. Деревенский домик с красивыми изразцами, которые мастера зимними вечерами делали и украшали свои жилища. Также машина ЗИЛ, которая, к сожалению, сломалась на полпути и не довезла кому-то дрова. И женщина с платком и велосипедом смотрит на происходящее из уголка. Так что, мне кажется, эта диорама получилась довольно живой и, в принципе, изображает типичный сюжет из моего детства. Надеюсь, вам понравилось это видео и вдохновило вас на собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.